Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 250 интересных фактов, о которых вы даже не догадывались. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему римляне носили обручальные кольца на безымянном пальце левой руки? На какую максимальную высоту может вырасти дерево и почему существует этот предел? Сколько стоит самое дорогое из когда-либо проданных произведений искусства? Как кот профессора физика Джека Хезерингтона стал его соавтором в научной работе? Почему люди, распробовавшие чтение, уже не могут от этого отказаться? Какая уникальная способность позволяет черным пантерам приманивать к себе жертву? Какие прогулки жизненно необходимы заядлым курильщикам и офисным работникам? Почему в Англии наезд на собак наказывается строже, чем наезд на человека? Как по селфи определить, оптимист ли человек или склонен к невротизму? Зачем Саудовская Аравия, в которой большую часть территории занимают пустыни, импортирует песок? Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. 1. Во Франции существует закон об авторском праве, запрещающий фотографировать Эйфелеву башню ночью, вернее ее ночное освещение. Так что если вы хотите запечатлеть достопримечательность на камеру ночью, вы должны получить специальное письменное разрешение. Правда, этого никто не делает, и вряд ли за это кого-то наказали. 2. У американского президента Эндрю Джексона был домашний попугай. При жизни Джексон так много матерился, что его питомец также научился виртуозно браниться. Он делал это постоянно, в том числе и на похоронах своего хозяина. Из-за этого птицу пришлось убрать куда подальше. 3. Гондурас и Сальвадор вели шестидневную войну из-за футбольного матча. С 14 июля 1969 года по 20 июля 1969 года. Конфликт произошел из-за проигрыша команды Гондураса и был назван футбольной войной. 4. Бенджамин Хорниголд был английским пиратом в конце 17-го, начале 18 веков. Однажды он ограбил торговое судно исключительно из-за шляп команды, потому что он и его команда так хорошо отдохнули накануне вечером, что побросали свои шляпы за борт, и им нужны были новые. 5. В 1956 году американец по имени Томми Фицпатрик на спор украл небольшой самолет из Нью-Джерси, а затем идеально приземлился на узкой улочке перед заведением, в котором он отдыхал на Манхэттене. 2 года спустя он сделал это снова после того, как кто-то усомнился в правдивости его истории. Самое интересное то, что в первый раз все закончилось штрафом в $100, поскольку обвинения были сняты владельцем самолета, а во второй раз он получил всего 6 месяцев тюрьмы. 6. Греческий трагик Эсхил умер, потому что орел уронил черепаху на его лысину, приняв ее за камень, о который можно разбить черепаший панцирь. 7. Так люди 1900-х годов представляли жизнь в 2000-х годах, прогулки по озеру с помощью воздушных шаров. 8. Не секрет, что Библия является самой продаваемой книгой в мире. Однако она же находится на первом месте среди изданий, которые чаще всего крадут. Видимо, читатели воруют ее до того, как узнают о существовании 10 заповедей. 9. Существует немало людей, задающихся вопросом, почему так много нацистских преступников не получили заслуженного суда.
Всему виной Красный Крест и Ватикан, которые давали нацистам документы на чужие имена. Разумеется, так сказать, по ошибке. 10. Какое самое крупное островное государство? Индонезия, ведь в его состав входит свыше 1000 островов, причем со своими названиями. До сих пор не удалось посчитать их точное число, которое не знают даже в индонезийском правительстве. Правда, там обещают все-таки заняться подсчетом в ближайшее время. 11. Все мы привыкли видеть Николаса Кейджа на экранах, однако мало кому известно, что с 1993 по 2001 год он еще и украшал обложку сербского учебника по биологии. На ней он изображен с актрисой Холли Хантер, держащей на руках ребенка. Эта картинка является кадром из криминальной комедии «Воспитание Аризоны», в которой актер снимался еще в молодости. 12. Самому старому из когда-либо зарегистрированных деревьев Баобаба 6000 лет. Баобаб Санленд, Лимпопо, ЮАР, он старше пирамид Гизы. 13. Римляне носили обручальные кольца на безымянном пальце левой руки, потому что думали, что вена в пальце, называемая вена аморис или вена любви, была напрямую связана с сердцем. 14. Крысы-кенгуру могут обходиться без воды дольше, чем верблюд. Они получают достаточно воды из семян, которые едят, и им вообще не нужно пить воду. 15. В 20 веке тайваньские гангстеры хоронили своих павших коллег непременно под зажигательные танцы девушек. Уголовные замашки всегда с большой охотой перенимаются темными и необразованными жителями, поэтому за мафией новый обряд вскоре полюбили и простые тайваньцы. В 1980-х подобное на похоронах было запрещено официально. Из Тайваня мода перешла в Китай. Буквально несколько лет назад в Поднебесной забили тревогу, странная традиция стала распространяться по деревням как эпидемия. В Китае тоже запретили подобное законодательно, но жители глухих деревень не собираются отказываться от полюбившегося им похоронного обряда. 16. В Пакистане есть арестованное дерево. Дерево находится под арестом с 1898 года. Одному пьяному британскому офицеру показалось, что дерево пытается сбежать, и он приказал арестовать и заковать ствол в кандалы. На свободу дерево не выпускают, потому что оно привлекает туристов. 17. Кит по имени 52 Blue, как выяснили ученые, поет только на одной частоте, на которой не могут петь другие киты. Это означает, что он не может общаться ни с кем из соплеменников. Его прозвали самым одиноким китом на планете. 18. Ваш голос в записи звучит так же, как на самом деле. В вашей голове он немного глуше и глубже, потому что звук проходит через вашу голову, а не по воздуху. Вот почему так странно слышать свой собственный голос в записи. 19. Альбатрос может часами парить без единого взмаха крыльев, выбирая необходимый воздушный поток. Некоторые альбатросы проводят в море до 6 лет, никогда не касаясь земли. Но несмотря на эту способность, они все же должны иногда садиться на воду, чтобы поесть, и возвращаться на сушу, чтобы найти пару. 20. Самки тарантулов могут жить до 30-40 лет. Некоторые виды могут обходиться без пищи до 2 лет, пока у них есть вода. 21. Максимальная высота, до которой может вырасти дерево, составляет 130 метров. Этот предел существует, потому что деревья не смогут тянуть воду выше к своим веткам. 22. После того, как была изобретена молния для одежды, потребовалось еще 20 лет, чтобы убедить модную индустрию использовать эту удобную застежку. 23. Авокадо может быть здоровым дополнением к нашему рациону, но они ядовиты для птиц и лошадей. 24. Это японская саламандра.
На сегодняшний день это самое крупное земноводное, которое может достигать 160 сантиметров в длину. 25. Когда Земля сформировалась 4,6 миллиарда лет назад, земные сутки длились около 6 часов. Каково было бы втиснуть все наши обязательства в такой короткий день? К счастью, 620 миллионов лет назад дни уже удлинились до 21,9 часа. И это еще не конец. По мнению экспертов, средний 24-часовой земной день удлиняется примерно на 1,7 миллисекунды каждые 100 лет из-за трения приливов, вызванного гравитационным притяжением Луны, которое замедляет, хотя и незаметно, вращение Земли. 26. Эрнест Хемингуэй жаловался близким, что ФБР следит за ним, но ему не верили. Считается, что этот страх был виновен в окончании его жизни. Спустя десятилетия было обнародовано досье, доказывающее, что писатель был прав, телефоны прослушивались, а агенты отслеживали каждый его шаг. 27. В 1951 году Генриетта Лакс после своей смерти стала невольным источником биоматериала, который с тех пор используется для развития медицинской науки. Во время пребывания афроамериканки в госпитале Джона Хопкинса врач отправил клетки опухоли пациентки на анализ. Оказалось, они обладают уникальными способностями, размножаются вдвое быстрее клеток из нормальных тканей, и у них отключилась программа подавления роста, они стали бессмертными. Клетки Хела использовались при разработке множества лекарств, в том числе вакцины от полиомиелита. Семья Лакс так и не добилась компенсации за использование клеток без согласия донора. 28. Идея углеродного следа – пропаганда, созданная британской нефтегазовой компанией BP для того, чтобы снять с себя ответственность за климатический кризис. Для этого наняли тех же рекламщиков, которые десятилетия убеждали людей, что табак не вызывает рак. 29. Алмазная компания De Beers держит на балансе приблизительно 50-летний запас драгоценных камней исключительно для того, чтобы создать искусственный дефицит и поддерживать высокую рыночную стоимость. 30. Существует психологическая реакция, называемая эффект обратного удара. Мы еще яростнее отстаиваем свои заблуждения и верим в них, когда сталкиваемся с доказательствами и фактами своей неправоты. 31. Патент, выданный на пожарный гидрант, был уничтожен пожаром. 32. В Великобритании карусели вращаются по часовой стрелке, а в Северной Америке и континентальной Европе против часовой стрелки. 33. Книгу рекордов Гиннесса изобрели в пивоваренной компании Guinness. Там решили выпустить верифицированный справочник разных фактов, чтобы с его помощью прекращать горячие споры в барах. На нашем канале, кстати, есть видео 150 самых безумных рекордов Гиннесса, которые невозможно повторить. 34. 39-й президент США Джимми Картер однажды отправил в химчистку свой пиджак, оставив в кармане записку с кодами запуска ядерных ракет. 35. За $22 500 была продана печенька с корабля «Титаник». Такие крекеры входили в паёк, выдаваемый спасенным в шлюпках «Титаника». Сегодня это 106-летнее печенье считается самым дорогим в мире. 36. Кремниевые полевые транзисторы являются самым массовым техническим изделием за всю историю человечества. Например, только в 2003 году было произведено столько транзисторов, что на каждого живущего на Земле пришлось бы примерно по 100 миллионов экземпляров. 37. Исследователи установили, что летучие мыши умеют обращаться друг к другу индивидуально и часто вступают в споры. 38. Когда кто-то, кого вы любите, вас отвергает, то ваш мозг реагирует точно так же, как и на физическую боль.
39. По статистике, люди, которые работают без отпуска, живут на 15 лет меньше хронических алкоголиков. 40. В Швеции больше 200 тысяч Карлсонов. Всем нам знакомая фамилия Карлсон достаточно популярна в Швеции. Она занимает почетное 3-е место среди самых распространенных фамилий. Ее носят более 200 тысяч человек. А вот на 1-м месте фамилия Андерсон. Она принадлежит почти 240 тысячам человек. 41. Самое дорогое из когда-либо проданных произведений искусства – картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую купил Департамент по культуре и туризму Эмирата Абу-Даби за 450 миллионов 300 тысяч долларов. 42. Американские ученые, проводящие исследования снов, пришли к очень интересному выводу. Они обнаружили, что сны запоминают лишь умные люди. Данное заключение сделано после исследования более 2000 человек. Большинство опрошенных людей говорят, что не видят или не запоминают сны. Только те, кто прошел на отлично несколько интеллектуальных тестов, говорили, что они постоянно видят сны. 43. Человеческий мозг вмещает около 3000 терабайт информации. А Национальный архив Британии со своей 900-летней историей занимает всего 70 терабайт. 44. Каждый год компания Louis Vuitton сжигает все свои нераспроданные сумки. Почему руководство компании считает, что лучше сжечь их, чем уценить? Оно полагает, что таким образом ценность их сумок никогда не упадет. 45. Одним из самых больших живых организмов на планете является лес-панда. Да, не слон и не кит, а именно растение. Вернее, целый лес, а по факту большая колония одного организма в виде рощи однотипных деревьев. Всего здесь около 40 тысяч деревьев. Они постепенно отмирают и заменяются новыми, растущими из той же корневой системы. Фактически произрастают клоны умерших деревьев. Средний возраст деревьев панда около 130 лет, о чем свидетельствуют древесные кольца. 46. Немногие знают, что великий ученый Исаак Ньютон работал тайным агентом и вывел на чистую воду 28 фальшивомонетчиков. По крайней мере, один из них был казнен за совершенное преступление. 47. В 1967 году правитель социалистической Албании Энвер Ходжа запустил программу всеобщей бункеризации страны на случай войны. Она действовала почти 20 лет, и за это время было построено более 700 тысяч бетонных бункеров, по одному на каждую семью. В среднем на каждый квадратный километр территории Албании приходилось 24 бункера. Сегодня они частично демонтированы в городах, но большинство продолжают стоять и являются самой узнаваемой чертой албанского ландшафта. Некоторые бункеры переоборудованы в кафе или мини-отели, а самое популярное применение им нашли подростки для свиданий. 48. В 1936 году в Берлине впервые была применена хоккейная вратарская маска японским вратарем Танаки Хаимой. 49. Во многих странах, в том числе во Франции, Великобритании, Бельгии, Италии и ряде других стран именем Сталинградской битвы были названы улицы, скверы, площади. Только в Париже имя Сталинград носит площадь, бульвар и одна из станций метро. В Лионе есть так называемый Бракант-Сталинград, где расположен 3-й по величине в Европе антикварный рынок. Также в честь Сталинграда названа центральная улица города Болоньи, Италия. 50. В США отсутствует законодательно утвержденный официальный язык. Большая часть проживающих говорит на американском английском. На 2-м месте по распространенности идет испанский, а за ним – язык глухих. 51. В разном возрасте потребность в сне различна. Так, для маленьких детей необходимо спать 10-11 часов, подросткам 9-10, взрослым 7-8 часов.
а пожилым людям всего около 6-7 часов. 52. На Третьей Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе американский марафонец Фред Лордс пробежал примерно 14 километров и сел в ожидавший его автомобиль. За 2 километра до финиша спортсмен вновь вышел на беговую дорожку и финишировал первым. Мошенничество вскрылось лишь после того, как Лордс получил золотую медаль. 53. Фила Тейлор Фарнсуорт считается изобретателем современного телевидения. Что интересно, он не разрешал своим детям смотреть телевизор. 54. Большинство слов с буквой «Ф» в русском языке заимствованные. Пушкин гордился тем, что в сказке о царе Салтане было всего лишь одно слово с этой буквой – «флот». 55. Машины потребляют намного больше воздуха, чем люди, сжигая его в своих двигателях. Так, Bugatti Veyron за минуту езды на максимальной скорости потребляет столько же воздуха, сколько человеку хватит на 7 дней. 56. Человек чувствует себя более успешным и счастливым только тогда, когда его мозг чем-то занят. Более того, серое вещество не интересует монотонная работа. Речь идет как раз о постоянной смене концентрации и переключения с одной работы на другую. Только в такие моменты человек чувствует себя счастливым. 57. Для того, чтобы к чему-то привыкнуть, необходимо около 2 месяцев, а точнее 66 дней. Именно такой период понадобится человеку для того, чтобы сформировать и довести до автоматизма любое действие. Например, если вы хотите перейти на правильное питание, то вам может понадобиться чуть меньше, примерно 55 дней. А вот к спорту придется привыкать дольше, до 75 дней. 58. Центральная библиотека штата Индиана, США, погружается в землю со скоростью почти 3 см в год из-за того, что при строительстве не был учтен вес находящихся в ней книг. 59. Первый велосипед, похожий на используемые в наши дни, назывался Роувер, бродяга. Он был сделан в 1884 году английским изобретателем Джоном Кэмпом Старли и выпускался с 1885 года. В отличие от велосипеда Пенни Фартинг, ровер обладал цепной передачей на заднее колесо, одинаковыми по размеру колесами, и водитель сидел между колесами. 60. Во время обучения в Кембридже с принцем Чарльзом произошла интересная ситуация. На все занятия с ним ходил его телохранитель, который также участвовал в дискуссиях и обсуждениях вопросов. В конце учебы преподаватели предложили ему сдать экзамен. В итоге он набрал больше баллов, чем сам принц, и получил диплом. 61. Самая высокая температура тела была зафиксирована 10 июля 1980 года у 52-летнего Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Он поступил в больницу Грейди Мемориал в Атланте, штат Джорджия, США, где и был зафиксирован рекорд – температура тела в 46,5 градуса Цельсия. Из больницы пациент был выписан только через 24 дня. Существует также зеркальное достижение. 23 февраля 1994 года у 2-летней канадской девочки, проведшей 6 часов на морозе, была зафиксирована самая низкая в мире температура тела 14,2 градуса Цельсия. 62. Медведи умеют обезвреживать охотничьи капканы, швыряя в них палки и камни, чтобы они сработали в холостую. 63. Самое чистое море – море Уэддала, омывающее побережье Антарктиды. 64. Ученые Йоркского университета установили, что американские фармацевтические компании тратят на рекламу в 2 раза больше денежных средств, чем на исследования. 65. Если вы решили поехать в Исландию, знайте, чаевые в этой стране являются оскорблением.
66. Пуэбло де Нуэстра Синьора Лорейна де Лос-Анджелес де ла Порценкула. Так официально называется Лос-Анджелес. 67. Однажды профессору-физику Джеку Хезерингтону сообщили, что он не может быть указан единственным автором своей научной работы, так как в ней употребляются слова «мы» и «наш». Тогда он решил не переписывать работу, а добавил в соавторы своего кота. 68. Марокко – единственная в мире страна, где козы из-за нехватки травы взбираются на деревья и пасутся там целыми стадами, лакомясь плодами органии, дерева, из орехов которого изготавливают душистое масло. 69. Римляне создали сложную систему подъемников и дверей для доставки свирепых животных на арену Колизея. Исследования, проведенные в начале 1990-х годов, обнаружили 28 ручных подъемников, рассчитанных на вес до 272 кг каждый. Немецкий археолог воссоздал действующий механизм и установил его в Колизее. 70. Одна из первых печатных машинок, разработанная датским изобретателем Расмусом Маллингом Хансеном, имела клавиатуру в форме полусферы и называлась пишущим шаром Хансена. К идее шарообразной клавиатуры возвращаются и в наше время. Но пока без успешного применения на практике. 71. Самое продолжительное эхо в Ирландии. Если подняться на вершину Карантуила, что недалеко от горного озера Лох-Лейн в Южной Ирландии, и что-нибудь крикнуть, то потом это повторится еще 100 раз подряд. 72. Многие лошади любят музыку, но не любую, расслабляющие мелодии им по вкусу, а вот хард-рок их обычно раздражает. 73. Самое хмурое место на планете – архипелаг Северная Земля, Российская Федерация. Солнце здесь показывается из-за облаков всего на 12 дней в году. 74. Люди начали играть в боулинг еще в 3200 году до нашей эры. Об этом свидетельствует найденная в египетской гробнице коллекция предметов, напоминающих примитивные орудия для боулинга. 75. Это необычное горное образование расположено в Нью-Мехико и было создано природой около 7 миллионов лет назад. Вулканический пепел, эрозия и выветривание привели к тому, что образовались такие необычные горы-палатки. 76. Немногие знают, но Формула-1 – один из наиболее точных видов спорта. Здесь даже минимальная ошибка пилота может привести к серьезной аварии. Только представьте, что за гонку, которая длится примерно 90-120 минут, каждому пилоту приходится переключать скорости порядка 2600 раз, а чтобы сбросить скорость, выполнить 12 манипуляций. Как вы сами понимаете, отвлечься нельзя даже на секунду. 77. Вопреки распространенному мнению, не все медведи впадают на зиму в спячку. Полярные медведи, например, этому явлению не подвержены, у них в спячку уходят только беременные медведицы. 78. Марс обладает куда более низким гравитационным полем, поэтому человек, весящий 100 килограммов на Земле, будет весить всего лишь 38 килограммов на поверхности Марса. 79. Лучшим средством от забот, тревожности и стресса является чтение. Это занятие оказывает более быстрый эффект на организм. Удивительно, но этот способ намного лучше приема алкоголя, намного эффективнее прогулки, чаепития или прослушивания музыки. 80. В Азии растет ядовитое растение омежник шафрановый, которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице. 81. На скорость звука влияет плотность окружающей его среды. К примеру, в воде она будет выше, а в воздухе, соответственно, ниже. В металле скорость звука в 15 раз больше, чем в воздухе. 82. В окрестностях горы Вайалиале на Гавайских островах дождь идет 350 дней в году.
83. Японские студенты приходят на сдачу экзамена с шоколадом, но не для того, чтобы съесть его и активизировать мозговую деятельность. Они приносят с собой кит-кат, считая его мощным талисманом. Дело в том, что японское словосочетание «обязательно победим» созвучно с названием этой шоколадки. 84. В национальном оркестре Монако больше людей, чем в армии этой страны. 85. К концу жизни человек запоминает в среднем 150 триллионов бит информации. 86. Извержение итальянского вулкана Стромболи считается одним из самых продолжительных, так как он извергается с 7 века до нашей эры. Этот вулкан находится в состоянии практически непрерывной активности последние 2000 лет, и его извержения видны на большом расстоянии ночью, за что его прозвали маяком Средиземноморья. 87. Самая продолжительная война в истории произошла между Нидерландами и архипелагом Сили. Война длилась 335 лет с 1651 по 1989 год и не принесла никаких потерь. 88. До изобретения будильников существовала профессия, заключающаяся в том, чтобы будить других людей по утрам. Так, например, человек должен был стрелять сушеным горохом в окна других людей, чтобы разбудить их на работу. 89. Айрс-Рок – это самая большая отдельно стоящая скала в мире. У этой скалы, расположенной в Австралии, есть особенность – она меняет свой цвет в зависимости от освещения. 90. Черные пантеры обладают уникальной способностью изменять свой запах, что позволяет им обманывать свои жертвы, которые сами идут к ним в лапы, привлеченные запахом, который принимают за запах сородичей. 91. Шум моря, который мы слышим через морскую раковину, на самом деле всего лишь звук крови, протекающей по нашим сосудам. Такой же шум можно услышать, приложив к уху обычную чашку. Попробуйте. 92. Самый первый в мире жесткий диск был изобретен в 1956 году и назывался IBM 350. Он весил более тонны, занимал место как целый шкаф и вмещал в себя целых 5 мегабайт информации, что для тех времен было настоящим технологическим прорывом. 93. Самое маленькое государство Европы – Ватикан, город в городе Риме, который получил независимость от Италии в 1929 году. Общая площадь Ватикана – 0,44 квадратных километра, население в 2012 году – 836 человек. Самой крупной страной Европы считается Россия, хотя физически в Европе находится только 23% ее территории. Ватикан является самой маленькой страной не только Европы, но и мира, а самой крупной – Россия. 94. В некоторых странах, например в Австралии, Малайзии и Вьетнаме, бумажные деньги на самом деле не бумажные. Они изготавливаются из тонкого и мягкого пластика, прочного и не накапливающего на себе бактерии. 95. На Филиппинах есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро. Удивительно, что и природе порой бывает лень, и она создает ландшафт с помощью копировать-вставить. Озеро Тааль – доказательство того, что у матушки природы есть чувство юмора. 96. Макадамия – самый дорогой орех в мире. Во времена, когда в Австралии появились первые европейцы, они предпочитали использовать именно этот орех как наилучшую валюту в торговле с местными племенами. 97. Ежегодно люди во всем мире употребляют 44 миллиарда порций лапши быстрого приготовления. 98. Басенджи или африканская нелающая собака – одна из древнейших пород собак.
Уникальность породы в том, что ее представители не лают, но издают особые, свойственные только бассенджи звуки, похожие на урчание, но и их можно услышать лишь когда собака взволнована. 99. Самое глубокое море – Филиппинское, его максимальная глубина составляет 10 994 метра. 100. Аэропорт Паро, Королевство Бутан, считается самым трудным для посадки. Только 8 пилотов во всем мире обладают сертификатами, разрешающими сажать самолеты в этом аэропорту. 101. Этот довольно необычный стадион находится в Японии в центре города Осака, называется он Осака Стадиум. Вместительность его составляет 31 379 мест. В прошлом это был бейсбольный стадион, а с 1998 года он стал жилым местом. 102. В китайской провинции Чунцин были обнаружены пещеры настолько огромные, что у них есть собственная погода с облаками и туманами, запертыми под землей, а у входа растут целые леса. Эта система невероятных пещер была обнаружена группой спелеологов и фотографов. 103. Sony представила ленточные кассеты нового поколения, которые могут хранить в 74 раза больший объем данных в сравнении с обычными лентами. На 1 квадратном дюйме такой ленты может разместиться 148 гигабайт данных, а вся кассета вмещает 185 терабайт. 104. Лучшее время пить утренний кофе между 9:30 и 11:30. Это помогает не сбивать уровень кортизола, гормона стресса, делающего нас внимательными и энергичными. 105. Икра алмаз, которую получают от белуги альбиноса, обитающей в Каспийском море, продается в баночке из чистого золота за $25 000. Икринки обладают бледно-янтарным цветом, а сама икра производится в Иране. 106. Эти замечательные безрогие коровки происходят из американского штата Айова. Здесь их выращивают на продажу, причем цена одного животного может достигать нескольких десятков тысяч $. Впрочем, ценность этих животных видна невооруженным взглядом. 107. Мост Сторсисандет-Бридж в Норвегии построен таким образом, что под определенным углом, когда вы приближаетесь к нему, создается иллюзия того, что моста вовсе нет, а то, что вы видите, скорее похоже на огромный трамплин. 108. На экваторе человек весит меньше на 0,3%, чем на Северном или Южном полюсе. Это происходит от того, что Земля имеет не идеально круглую форму, а сплюснута на полюсах, поэтому экватор расположен дальше от центра Земли, а значит, сила тяжести здесь меньше. 109. Замок, который появляется в заставке диснеевских фильмов, был срисован с настоящего. Он находится в Германии и действительно вдохновил Уолта Диснея на создание его волшебного королевства. 110. Ученые доказали, что воздух в хвойном лесу практически стерилен, не более 200–300 вредоносных бактерий на кубометр. Прогулка в хвойном лесу снимает стресс и нервное напряжение, тонизирует организм, активизируя газообмен в легких, и, как следствие, улучшает дыхание. Такие прогулки жизненно необходимы заядлым курильщикам и офисным работникам. 111. В японских СМИ изображения наручников принято делать размытыми, поскольку они подразумевают вину, и у людей может сложиться предвзятое суждение о человеке. 112. Зевотой можно заразиться, причем, как выяснилось, в любых ее проявлениях. В недавно проведенном исследовании 75% испытуемых, чтобы зевнуть, достаточно было лишь прочесть о зевоте. 113. Если у вас в голове застряла песня, которую вы бы с радостью забыли, вспомните окончание песни. Согласно эффекту Zeigarnik, наш мозг лучше запоминает незавершенные вещи. Поэтому, если вы подумаете о конце песни, она исчезнет сама. 114.
В Англии наезд на собак наказывается строже, чем наезд на человека. Считается, что животное беззащитно перед автотранспортом, так как не может знать правил уличного движения. 115. Мурашки, которые начинают бегать по коже при прослушивании хорошей песни. Это результат выброса дофамина в предвкушении кульминационного момента композиции. 116. В психиатрии синдром, сопровождающийся деперсонализацией, нарушением восприятия времени и пространства, собственного тела и окружающей обстановки, официально называется «Алиса в стране чудес». 117. Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда. 118. Ощущение, когда засыпаешь и кажется, что ты падаешь, называется судорожное сокращение. Оно очень часто бывает, когда засыпаешь, потому что частота дыхания падает, и мозг иногда считает, что тело умирает, поэтому он посылает импульс, чтобы пробудить его. 119. Ни на одном языке мира нет слова, обозначающего обратную сторону коленки. 120. До сих пор гробница Тутанхамона является выдающейся археологической находкой, сенсацией мирового масштаба. Саркофаг, в котором было обнаружено тело фараона Тутанхамона, изготовлен из 110 килограмм чистого золота. 121. Хотя Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, она не самая жаркая. Настоящий, так сказать, курорт на Венере, средняя температура ее поверхности – 462 градуса, что делает Венеру самой горячей планетой в Солнечной системе. 122. Мало кто знает историю возникновения помпона на шапке. Однако он был придуман не просто так, а для того, чтобы защищать головы французским матросам. Все дело в том, что раньше при строении кораблей мало кого беспокоил комфорт, и потолки в помещениях корабля были очень низкие. И вот именно помпон предохранял голову матроса от случайного удара головой о потолок. 123. Одна из самых умных пород собак – колли, понимающие до 200 слов. Охотничьи породы, такие как гончие и бульдоги, не настолько умны, ведь природа развивала их мускулы, а не мозг. 124. Снежный барс или ирбис – это самый редкий и необычный представитель кошачьих. А еще они не умеют рычать. 125. Инжир – это фактически цветы, и, как и все цветы, их нужно опылять. Самки осы откладывают свои личинки внутри мужского цветка инжира, а в женском инжире осы обычно погибают. 126. Некоторые из ваших любимых лакомств со вкусом ванили готовятся из ингредиента, называемого касториум. Иногда на этикетках ингредиентов его называют натуральным ароматизатором, который поступает из железы бобров мужского или женского пола, находящейся у ануса. Касториум также используется в парфюмерии и в качестве пищевой добавки с 20 века. 127. Панды – удивительные существа. В детстве они имеют больше генетического сходства с енотами, из-за чего их смело можно относить к семейству енотовых. Взрослые же имеют уже больше общих черт с медведями. Так что маленькая панда – это енот. 128. Средняя продолжительность жизни гренландской акулы составляет 272 года, некоторые из них могут прожить до 500 лет. 129. Полицейские собаки в Ноттингемшире, Англия, уходя на пенсию, получают $805 в течение 3-летнего периода, чтобы покрыть любые дополнительные медицинские расходы. 130. Храм Лотоса – это самое оригинальное в мире сакральное сооружение. Он построен в форме белоснежного распускающегося цветка и не имеет ни одной прямой линии. Это главный бахайский храм в Индии и одна из топовых достопримечательностей Нью-Дели. 131.
На фото крупнейшая плавучая солнечная электростанция в Японии Ямакура. Она построена в одноименном водохранилище и обеспечивает энергией более 5000 домашних хозяйств. 132. В Таиланде делают самый дорогой кофе в мире, зерна которого прошли через пищеварительную систему слонов. Килограмм напитка «Черный бивень» оценивается в $1100, а чашка обойдется смельчаку, желающему попробовать редкое лакомство, в $50. 133. На скалистых островах, что в Тихом океане, есть Медузное озеро. При приблизительных подсчетах оказалось, что там живет около 2 миллионов медуз. 134. Судья смотрит, как люди спят, во время первого чемпионата по сиесте в Мадриде. Участники чемпионата соревнуются за очки в категории «Кто быстрее заснет», «Самый громкий храп», «Лучшее спящее положение» и «Лучшая пижама». На соревновании присутствуют врачи, чтобы следить, правда ли заснули участники. 135. Кудрявость человека зависит от строения корня волос в коже головы. Чем больше он изогнут, тем больше на одном стержне завитков. 136. Ежедневные активные прогулки тренируют сосуды, легкие, мышцы, а по последним данным сокращают риск возникновения рака груди на четверть. 137. Первая в мире почтовая марка появилась 1 мая 1840 года. На ней был изображен профиль королевы Виктории. Стоила она 1 пенни. 138. На фото удивительный минерал акинит, больше похожий на ватный шарик, чем на настоящий камень. Этот, так сказать, заячий хвост выглядит пушистым, но на деле он состоит из тысяч тончайших нитевидных кристаллов. Его иглы эластичны, но в то же время очень хрупкие, и потому акиниты не используют в качестве украшений. 139. Аризонский кратер – большой метеоритный кратер, который представляет собой гигантскую земляную чашу диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров, а край кратера поднимается над равниной на 46 метров. 140. Деревушка Гитхорн, расположенная в провинции Оверейсел в Голландии, выглядит как в сказке. Однако на севере, так сказать, голландской Венеции до сих пор нет дорог. Поэтому местные жители и туристы путешествуют по городку на лодках. 141. Пауков на свете настолько много, что любой человек среднестатистически никогда не может быть дальше, чем на 5 метров от любого из пауков. 142. Согласно договору, заключенному между инженером Гюставом Эйфелем и городскими властями Парижа, в 1909 году Эйфелева башня должна была быть разобрана и продана на лом. 143. 13,5 миллионов долларов – крупнейший в истории выкуп. Был выплачен сомалийским пиратам в 2011 году за освобождение танкера Irene Sell. Он перевозил 2 миллиона баррелей нефти, стоимость груза оценивалась в $200 миллионов. 144. Один из самых тяжелых людей за всю историю медицины – Джон Брауэр Миннок. В 12 лет он весил 132 килограмма, а в 34 его вес оценивался около 600 килограммов. 145. Под водой можно дышать и без жабр. Эта ящерица водяной анолис использует нечто вроде акваланга из кожаного мешка на своей голове. Благодаря этому она может до 16 минут проводить под водой. 146. Аисты во время перелетов могут периодически засыпать, не опускаясь на землю, на время до 10 минут. 147. Сетчатка человеческого глаза воспринимает мир вверх ногами. Полученную картинку переворачивает мозг. 148. В 2011 году за $10 тысяч была продана картина «Свежий воздух», которая существует только в воображении художника.
Нет, серьезно, в мире есть организация под названием «Музей невидимого искусства», которая продает произведения, существующие исключительно в голове художника. Деньги из воздуха, иначе и не назовешь. 149. Пенит – это самый редкий и дорогостоящий камень в мире. Камень занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый редкий минерал в мире. Химический анализ показал, что пенит содержит кальций, цирконий, бор, алюминий и кислород. Минерал содержит также следы хрома и ванадия. 150. В спарже содержится высокий уровень фолата и триптофана. Низкий уровень фолата вызывает депрессию. Триптофан используется мозгом для выработки серотонина, являющегося одним из стабилизаторов настроения. 151. В пластмассу, из которой изготавливаются детали детского конструктора Лего, добавляется специальное вещество, хорошо высвечивающееся на рентгеновских снимках. Это делается специально на случай, если ребенок проглотит деталь. 152. На Мальдивах нет собак, они, как и свиньи, считаются здесь нечистыми животными и потому запрещены. 153. Каблуки не выходят из моды, но если взглянуть на то, как выглядит нога в туфлях на высоком каблуке на рентгеновском снимке, можно понять, почему ноги устают. 154. Золотые украшения индийских женщин в совокупности составляют 11% всего золота мира. Это больше, чем резервы США, МВФ, Швейцарии и Германии вместе взятые. 155. Словом «шофёр» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, чауфер означает «кочегар» и «стопник». 156. Черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Это помогает мозгу быстрее усваивать информацию. 157. В озере Натрон на севере Танзании настолько высокое содержание щелочи, что если животное попадет в его воды, то окаменеет, покрывшись кальцием. 158. На Аляске можно зарегистрироваться в особом списке и получать оповещение, когда на дороге собьют какое-нибудь съедобное животное. После чего вы можете выкупить тушу и съесть. 159. Стенки мыльного пузыря относятся к самой тонкой материи, видимой человеческим глазом без какого-либо вооружения. К примеру, волос или папирусная бумага в несколько тысяч раз толще. 160. У лобстеров мозг расположен в горле, нервная система в брюшке, зубы в желудке, а почки в голове. Кроме того, лобстеры слышат ногами, ощущают вкус еды клешнями и, как люди, бывают правшами и левшами. 161. Самые крупные кактусы, гигантские калифорнийские цериусы, вырастают до 20 метров. В их стеблях содержится до 2 тонн чистой пресной воды. 162. Голубая вода в центре Йеллоустоунского национального парка – самый знаменитый горячий источник, который может оставить ожог 3-й степени менее чем за секунду. 163. В шлемах астронавтов есть специальные приспособления, которыми при необходимости можно почесать нос. 164. Если все 18-летние жители Китая встанут в одну линию и пойдут мимо вас, то эта линия никогда не закончится. Это потому, что новые жители будут достигать 18 лет и вставать в линию быстрее, чем линия пройдет мимо вас. 165. Во время сна электрическая активность мозга мужчин падает примерно на 70%. А вот у женщин в это же время было отмечено уменьшение активности мозга лишь на 10%. 166. В Эквадоре обнаружен новый вид ос – затьёта.
Они откладывают яйца в тело пауков и превращают их в, так сказать, зомби. Дети питаются телами жертв. 167. Ланомия – самая опасная гусеница на Земле. При контакте с кожными покровами человека выросты покровов тела гусеницы легко прокалывают кожу, и токсин, попадая в кровь, быстро разносится по всему телу. За один раз гусеница способна выпустить такое количество токсинов, которое запросто может убить человека. 168. Авокадо иногда называют идеальным фруктом. В нем есть практически все требуемые витамины и минералы, в том числе и протеин. 169. Акулы могут представлять опасность даже до своего рождения. Так ученый Стюарт Спрингер был укушен эмбрионом в то время, когда он исследовал внутренности беременной акулы. 170. У ленивцев настолько медленный обмен веществ, что в сезон дождей они даже могут умереть от голода с полным желудком. 171. Ученый Нильс Бор, в 1920 году получивший Нобелевскую премию за исследование структуры атомов, жил рядом с пивным заводом Карлсберг. К его дому была проведена труба от этого завода с бесплатным напитком. 172. Муравей-панда является удивительным представителем класса насекомые. Название панда появилось благодаря черно-белой окраске, которая напоминает оттенки красивого меха панды. Муравьи-панды обладают сильно действующим токсином, способным умертвить корову после нескольких десятков укусов. 173. Самый большой поезд в мире, он же самый длинный поезд в мире, появился в Австралии в 2001 году. Состав имел ровно 682 вагона, их тащили 8 тепловозов, и длина его составляла 7 километров. 174. Гетерохромия – различный цвет радужной оболочки. Это связано с неравномерным распределением меланина, красящего пигмента, в первые полгода жизни. 175. Мощнейший желудок из всех птиц. Желудки стервятников вырабатывают настолько ядреную кислоту, что способны переваривать даже бактерии сибирской язвы. 176. Голубой пингвин – это самый маленький вид из всех ныне живущих пингвинов. Что интересно, несмотря на свой небольшой размер, максимальный рост пингвина – это 30 сантиметров и масса до 1,5 килограммов. Такие пингвины ухитряются охотиться даже на осьминогов. 177. В темно-зеленых овощах высокие уровни лютеина, играющего большую роль в физиологии зрения. Он увеличивает остроту зрения и защищает сетчатку, предотвращая постепенную потерю зрения. 178. Наша планета обладает запасами воды примерно в 1 миллиард 408 миллионов 700 тысяч кубических километров и около 5,14 квадриллионов тонн воздуха. А вот так эти запасы выглядят в масштабе по сравнению с размером Земли. 179. Умеренное потребление шоколада уменьшает вероятность инсульта. 180. Благодаря своим кисточкам на ушах рысь имеет невероятный слух, она может услышать шаги человека за несколько километров. 181. Эмоциональная боль длится около 12 минут, все остальное – самовнушение. 182. В мире есть минимум 5-7 человек, которые похожи друг на друга, как близнецы, но вот только шанс встретить своего двойника минимален. 183. На Галапагосских островах есть уникальный вид морских котиков, они используют песок для защиты от солнца. 184. Помимо Красной книги, в которую с 1958 года ученые заносят исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная книга. В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-за разрушительной деятельности человека. 185.
Почти все чихающие люди, как правило, добавляют в процессе характерное для их культуры звукоподражание, русскоязычные – апчхи, англоязычные – ачу, японцы – хакашун и так далее. 186. Для любителей долгих пеших прогулок самый длинный пеший маршрут по версии Google Maps – 21 212 километров пройдете всего за год, если будете идти ежедневно по 12 часов. 187. 87% людей считают, что чувствуют, когда кто-нибудь на них смотрит. Научных обоснований этому нет. 188. Вулкан Брома на острове Ява находится в состоянии постоянной активности на протяжении последних 20 лет. Его кратер диаметром 600 метров наполнен дымом белого или серого цвета. Но в закатных лучах он приобретает ярко-алый оттенок. 189. Для всех песок ассоциируется с желтым или коричневым цветом. Но оказывается, есть пустыня белых песков, которая находится в Нью-Мексико, США. 190. Синдром белого кролика – болезнь, при которой человек все время куда-то опаздывает. 191. Самая древняя буква О. Она имелась еще в финикийском алфавите примерно 3300 лет назад и с тех пор не изменилась. 192. Потребление гречневой каши ведет к улучшению психоэмоционального состояния и работы головного мозга. 193. Через Амазонку, длина которой составляет около 7000 километров, не существует ни одного моста. 194. Одним из самых соленых озер мира является озеро Эльтон, что на востоке Волгоградской области. В отдельные периоды времени минерализация озера может достигать 525%, что в 1,5 раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. 195. В Древнем Египте слуг специально вымазывали медом, чтобы те отвлекали внимание мух и иных насекомых от священной особы фараона. 196. Гавиал – это самый редкий крокодил на планете. Главная его особенность – это морда. Длина его морды более чем в 3 раза превышает ее ширину. С возрастом она становится еще длиннее. 197. До 20 века на дорожных знаках вместо символов использовались весьма длинные надписи с указаниями для водителей и пешеходов. 198. Заики не заикаются во время пения, потому что за речь и за пение отвечают разные отделы мозга. 199. Скорпионы могут обходиться без еды более года. Кроме того, скорпиона можно заморозить на несколько недель, после чего разморозить, и он останется жив и невредим. 200. На этом изображении представлены отклоненные проекты Эйфелевой башни. 201. На каждом томе собрания сочинений «Взлет и падение Римской империи» изображается постепенно разрушающаяся колонна. 202. На этом изображении самураи позируют на фоне сфинкса во время официального японского тура с целью познания мира, 1864 год. 203. Изобретатель Пакман показывает оригинальные наброски. 204. Когда вы задуваете свечи, количество бактерий на торте увеличивается на 1400%. 205. Ноготь на среднем пальце растет быстрее, чем на всех остальных. 206. Меню – самая грязная вещь в любом ресторане. Его крайне редко тщательно очищают. 207. Только 3% людей способны нормально себя чувствовать, если спать 6 часов в день. 208. Хмурясь, вы сжигаете больше калорий, чем улыбаясь. 209. $200 000 за грамм.
Именно столько стоит самый дорогой металл в мире – изотоп осмия 1870С. 210. Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если вдруг по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и убить прямо на сцене. 211. Продолжительный просмотр телевизора утомляет не меньше, чем сложная или рутинная работа. Он даже может привести к синдрому хронической усталости. 212. Самая маленькая сова – это перуанская карликовая, она весит около 30 грамм. Для сравнения, самые крупные колибри весят около 20 грамм. 213. Специалисты из Сингапура проанализировали селфи участников своего исследования. В итоге ученые пришли к выводу, что оптимисты обычно располагают камеру снизу, а любители делать селфи-уточки, по мнению исследователей, в большинстве своем склонны к невротизму. 214. Даже если вы всего несколько минут проведете под прямыми лучами солнца днем в период с 10 утра до 14 часов дня, не пользуясь при этом солнцезащитным кремом, вы можете нанести серьезный вред клеткам кожи. 215. Исследователи из Университета Флориды создали детектор, который видит ложь пользователей по словам и скорости их набора. Это исследование показало большой потенциал разработки системы онлайн-полиграфии для улучшения общения в сети. 216. Пингвины не пьют пресную воду, они умеют опреснять соленую. В их теле есть специальные железы, которые выделяют соль из воды, которая выводится через особые желобки на клюве. 217. Бамбук является самым быстрорастущим растением в мире. Биологи утверждают, что в определенные периоды он способен вырасти до 1 метра за час. 218. В Австралии живут клинохвостые орлы, одни из самых больших птиц, достигающие 2,5 метров в размахе крыльев. А еще эти птицы довольно агрессивны и часто нападают на вертолеты и небольшие самолеты, защищая территорию, на которой находятся их гнезда. 219. Японцы часто спят в общественных местах и даже на работе. Такая практика называется инэмури. Удивительно, но начальники не имеют ничего против того, чтобы их подчиненные прикорнули за компьютером, поскольку считают, что их уморила тяжелая работа. 220. Удивительно, но Саудовская Аравия, в которой большую часть территории занимают пустыни, вынуждена импортировать песок, так как песок из пустыни не подходит для строительства. 221. Баскский язык считается самым сложным для изучения. Например, слово «нож» дословно означает «камень, который режет». Во времена войны его использовали как шифр. 222. Медведи считаются очень молодым биологическим видом, так как появились всего 6 миллионов лет тому назад. 223. Вы всегда видите свой нос, но мозг отфильтровывает эту ненужную информацию. 224. Тысячи американцев получили страховку от похищения инопланетянами. В штате Флорида агентство Святого Лаврентия в Альтамонте-Спрингс продает страховки от похищения за $19.95. По данным Miami Herald, на сегодняшний день уникальная компания продала более 6000 полисов на общую сумму покрытия $10 миллионов. К сожалению, мелкий шрифт никто не читает. Чтобы претендовать на претензию, вам нужно будет вернуться на Землю и предъявить подпись уполномоченного, находящегося на борту инопланетян. 225. 95% активности мозга не связаны с сознанием. До 40% поведения выполняются автоматически по привычке.
Для образования новой привычки требуется от 15 до 254 дней. 226. Это вантаблэк – самое черное вещество в мире. Оно поглощает более 99% света и заставляет 3D-объекты выглядеть как 2D-объекты. 227. На фото теплицы на западе Нидерландов. В этом регионе почти 80% обрабатываемой земли находится в теплицах. 228. Буфорд – это некорпоративное сообщество в округе Олбани, США, в котором живет один человек. Единственный житель Дэн Салмон одновременно является и дворником, и заправщиком, и продавцом в местном магазине, и мэром города. 229. Лишь около 10% денег в мире реальны. Остальные деньги существуют только в цифровом виде. 230. Жемевю – состояние, противоположное дежавю, внезапно наступающее ощущение того, что хорошо знакомое место или человек кажутся совершенно неизвестными или необычными, как бы увиденными в первый раз. 231. В Санкт-Петербурге в 3 раза больше мостов, чем в Венеции. По количеству каналов и мостов над ними гораздо уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию – Южным Петербургом. 232. Сегодня появление близнецов на свет происходит на 75% чаще, чем в предыдущем столетии. 233. Рекорд по уколам кактусовыми иголками поставил один бразилец в 1956 году. За 15 секунд в его теле оказалось 267 игл. 234. В наших снах мы часто видим незнакомых людей, но понятия не имеем о том, что наше сознание не придумывает их лица. Это лица реальных людей, тех, кого мы видели в течение жизни, но не запомнили. 235. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля не является неподвижным телом и действительно вращается вокруг Солнца. 236. Человек, который глобально повлиял на климат Земли, был Чингисхан, за время завоеваний которого погибло около 40 миллионов человек. Из-за этого сельскохозяйственные угодья заросли лесами, и выросшие деревья поглотили на 700 миллионов больше тонн углерода, что в итоге привело к охлаждению климата нашей планеты. 237. Настоящее геологическое чудо – кратер потухшего вулкана Набиотум. За свою диковинную форму он получил прозвище «собачья миска». 238. Мегапалочник Чана считается самым длинным насекомым в мире. Вместе с лапками длина насекомого достигает целых 56 сантиметров. 239. Самая сложная настольная игра The Campaign for North Africa. Ее почти никто не купил, так как правила написаны в 3 томах, а игра длится минимум 1500 часов. 240. Жаботикаба – это бразильское виноградное дерево, плоды которого растут прямо на стволах и ветвях. 241. Поразительно, но растение, которое называется цератония, имеет абсолютно идентичные семена, весящие 0,2 грамма. В древности эти семена использовали в ювелирном деле в качестве гирь. Сегодня такая мера веса называется каратом. 242. Актриса Ширли Хендерсон сыграла в «Гарри Поттере» 13-летнюю школьницу Плаксу Миртл. На момент съемок ей было почти 40 лет. 243. Сэр Ниль Сулов – королевский пингвин, являющийся талисманом Норвежской королевской гвардии. Носит звание полковник, в 2008 году посвящен в рыцари. 244. Около 70% фруктов, овощей, семян и орехов, которые мы едим, появились благодаря пчелам. 245.
На фото элосматерий – огромный волосатый носорог, который существовал больше 29 тысяч лет назад. 246. Исследования показали, что люди с особым интересом ищут новую музыку в 24 года, а после 30 лет перестают это делать и слушают все по привычке. 247. Главным новогодним блюдом в Бразилии является суп из чечевицы, которая символизирует благополучие и богатство. 248. Научно доказано, что чувство власти меняет работу мозга человека и уменьшает способность к сочувствию. 249. В течение всей своей жизни человек проходит расстояние, примерно равное длине 5 экваторов Земли. 250. Безэховые камеры – это помещения, в которых можно сойти с ума, в них вы будете слышать, как по венам внутри головы течет кровь. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 интересными фактами, о которых вы даже не догадывались. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Папа Римский Григорий IX верил, что кошки – это порождение дьявола, и их истребляли. В результате численность крыс настолько возросла, что вспыхнула бубонная чума, которая погубила 100 миллионов человек. Вот такими у нас получились 250 интересных фактов, о которых вы даже не догадывались. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты. Нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.